доктор Кострик. Сегодня речь пойдет о цветочной пыльце. Знаете ли вы, что цветочная пыльца является естественным источником многих ценных питательных веществ, в том числе витамин Е, витаминов группы В, а также фосфора и кальция. Цветочная пыльца обладает многими целебными свойствами, и ее действие давно оценено натуральной медициной. В ситуации, когда вы чувствуете хроническую усталость, не можете дольше концентрироваться, а утром просыпаетесь без сил и воли к жизни, задумайтесь о регулярном употреблении пыльцы. Цветочная пыльца или пчелиная пыльца – это пыльца, которая была собрана пчелами. Пыльца собирается пчелами для кормления молодых насекомых и попадает в улей в виде крошечных шариков. Один такой шарик – это более 100 тысяч микрозерен пыльцы разных цветов в зависимости от районов, в которых летают пчелы. Получение пыльцы возможно путем установки на входе в улей защитного устройства, позволяющего пчелам собирать часть собранной пыльцы. Среди наиболее ценных компонентов цветочной пыльцы мы находим белок, который составляет от 13 до 40% пыльцы. Важными компонентами цветочной пыльцы являются также фитогормоны и ферменты, поддерживающие правильный обмен веществ в нашем организме. Цветочная пыльца является богатым источником витаминов, в первую очередь, как я уже сказала, витамин Е, витамины группы В, С и бета-каротина. В цветочной пыльце мы также можем найти много минералов, особенно фосфора и калия, а также кальция и магния, натрия, железа, марганца, цинка и меди. Так как пыльцу нельзя использовать аллергикам, стоит сдавать анализы на аллергию. Обследование проходит быстро и удобно. Цветочная пыльца обладает многими целебными для нашего организма свойствами. Из-за высокого содержания белка употребление пыльцы рекомендуется в случае дефицита белка, например, при неправильном соблюдении веганской или вегетарианской диеты или диеты для похудения. Регулярное употребление пыльцы в качестве ингредиента напитков. Чайную ложку пыльцы следует добавлять в кофе или чай с медом. Значительно подавляет аппетит. Употребление пыльцы помогает поддерживать иммунитет организма, а содержащиеся в ней микро- и макроэлементы могут быть полезны при лечении анемии и плохого состояния организма, вызванного другими заболеваниями или лекарствами. Цветочная пыльца должна быть частью рациона людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, такими как рак или заболевания почек и печени. Употребление пыльцы – это ряд энергии и способ сконцентрироваться, поэтому пыльцу стоит приобретать для улучшения работы или учебы. Цветочная пыльца выводит токсины из организма. Она будет хорошим дополнением к рациону людей, только что бросивших курить или борющихся с зависимостью. Кроме того, недавние исследования показывают, что пыльца может уничтожать золотистый стафилококк или вспышки стригущего лишая. Пыльца рекомендуется всем людям, но, к сожалению, существуют определенные обстоятельства, при которых пыльца не может быть использована. Люди, страдающие аллергией на мед, не могут воспользоваться преимуществами пыльцы. Пыльца может вызвать неприятные симптомы. Сомнения следует обсудить во время консультации с доктором-аллергологом или семейным доктором. Профилактическое употребление пыльцы подразумевает прием около 20-40 граммов, то есть 4-8 чайных ложек вещества ежедневно отдельными дозами. Лучше всего принимать пыльцу примерно за полчаса до еды. Мы можем посыпать цветочной пыльцой еду или добавить ее в напиток. Важно не добавлять пыльцу в горячие блюда и напитки, так как высокая температура снижает ценные свойства, которые содержатся в пыльце. Прополис с пыльцой и витамином С доступен в форме постилок. Попробуйте также капсулы цветочной пыльцы для волос и ногтей, активные ингредиенты которых положительно влияют на внешний вид,
поддерживая правильную структуру волос и ногтей. Пыльца противопоказана при сахарном диабете и аллергии на мед, повторюсь. С осторожностью ее стоит применять людям с нарушениями работы гормональных систем. В этом случае продукт может как улучшить состояние, так и усугубить его. Поэтому перед началом употребления пыльцы необходима консультация эндокринолога. Надеюсь, информация была полезна для вас. Тогда не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал. Не болейте. До новых встреч!